Всем привет! Hard-use тестирование ножа HK Conspiracy. Это не очень раскрученный и известный нож, но, во-первых, так или иначе, это продукт фирмы Benchmade, а во-вторых, он имеет все данные для того, чтобы показать хороший результат. Толстый титановый фреймлок, толстый клинок, мощный кончик. И на первый взгляд очень мощная общая конструкция. Этот нож был предоставлен моим другом Ильей. Он был взят взамен того дохлого Онтарио, который был куплен изначально и отправлен обратно. Еще хочу сделать одно небольшое замечание. Вот этот вот Hard-use посвящается конкурсу Вовухи. Я даже по-другому сегодня оделся специально, чтобы хоть как-то выделить этот Hard-use из остальных. В общем, Вовуха, это для тебя. Нож абсолютно новый. Проверим остроту из коробки. Элементарно продавливает паракорд. Вообще заточка и подводы на ноже очень аккуратные. Начнем с кабеля. Даже упор пальцем здесь не помогает, потому что здесь вот такое вот острое возвышение, и поэтому единственный хват, который работает, это вот такой вот хват для силового реза. При нем можно резать даже продавливанием, но ни вот так вот, ни вот так вот нормально резать нельзя, к сожалению. Но тем не менее, при силовом таком хвате режет хорошо. Режущая кромочка, ну, затупилась, но это на камере точно не увидеть. Далее открываем банку. Это нужно убирать, потому что муравьи сейчас сразу прибегут. Резалась банка очень удобно. Я вижу затупление на режущей кромке. Сейчас постараюсь показать. Покрытие немного потерлось. Можно видеть. И затупление. Ну, насколько это будет видно. Затупление есть, но очень такое слабое. Да, ну вот паракорд уже все. Паракорд уже не режет никак. Ну что ж, переходим к строганию алюминия. Сейчас я немножко прервусь. Мой сосед просто завел машину, и этот работающий мотор довольно сильно мне мешал. Ну все, поехали с алюминием. Блин, рука соскочила.
честно говоря, строгает он очень слабо. Очень-очень маленькие кусочки он отгрызает. Ну вот, как вот это вот. Надеюсь, что будет видно. Но рукоять удобная. В перчатке, по крайней мере. Ну что ж, резал он, конечно, плохо, но усилия на режущую кромку прикладывались, и, судя по всему, она выдержала очень хорошо. Нет никаких повреждений. То же самое затупление, как было, так и осталось. Ну что ж, переходим к более интересной и интенсивной части. К тестированию замка. Здесь у нас довольно мощный фреймлок. Выборка большая, но мяса здесь оставлено достаточно. Не меньше, чем на том же страйдере. И это, наверное, будет первая такая серьезная попытка проверить, на что способен фреймлок. Пружину во время ударов я буду поджимать пальцами. Естественно, вывернутой рукой вот так. Это не совсем то, как когда сжимаешь нож вот так вот в кулаке. Но что есть, то есть. Все будет зависеть потом уже от результата. Пять ударов обуха. Я почувствовал люфт. Люфт из-за чего? О! Так. Я держал довольно крепко пальцами, то есть фрейм не мог никуда деться. Но я думаю, вы сейчас видите зазор между фреймом и клинком. То есть не видно сразу, что случилось. Не видно, что пружина фрейма как-то сильно деформировалась, но все, она уже перестала на 100% подпирать клинок. Поэтому вот этот люфт. Ну что ж, продолжаем. Так, выдержал. Деваться ему некуда. Там пошла какая-то деформация, но тем не менее он держит. Далее удары передней частью. О! Сейчас, я думаю, можно будет хорошо увидеть, что фрейм начал гнуться. Вот здесь вот пошла очень сильная деформация. Люфт очень большой. Горизонтального люфта нет. Вот, но фрейм согнулся. Ну и из-за своей деформации он стал заходить практически в самый конец пятки. Ну что ж, в принципе, порадовал фреймлок.
Порадовал. Теперь будем испытывать кончик. У этого ножа очень крепкий кончик. Никакой деформации, никаких повреждений кончика на древесине не случилось. Это очень радует. Ну а теперь переходим к пробиванию металла. Оцинкованный металл 0,8 мм. Вот это квадратное навершие очень неудобно для того, чтобы ложить палец. Что с этой стороны, что с этой. Этот угол отбивает просто руку. Так. С кончиком все в порядке. Повреждений нет. Покрытие немножко потерлось. Но кончик целый. Оцинкованный металл 1 мм. Так. Самый край кончика, я не знаю, если это можно будет увидеть, но отломалась сама вершинка. Именно отломалась. Но кроме этого все нормально. Ну что ж, нержавейка 1 мм.
Это просто удивительно. Я, наверное, не сказал, какая сталь здесь. Это 9 CR13. И, ну, она отлично показывает себя. Никаких повреждений и после 1 миллиметра. Дальше у нас рубка. О, фак. О. Клинок отлетел прям мне в рожу. Вау. Вот клинок. Я бы... Черт. Я бы никогда не подумал, что осевой винт сломается именно на этом тесте. Вон там вот. Можно его видеть. Вон он там. И он просто сломался. А вот упорный штифт. Да, это вот упорный штифт наш. Он выскочил. И кусок осевого винта. Сейчас попытаюсь поискать. Сейчас выключу камеру, попытаюсь поискать кусочки осевого. Такое внезапное окончание. Я теперь даже не знаю, с чего начать. Но, пожалуй, покажу сначала упорный штифт. Можно видеть, какой удар пришелся на него. Но что более печально, это то, что посадочное место упорного штифта в титане, оно расклепалось. Можно видеть, как оно выглядит сейчас. То есть даже если я вставлю сюда эту втулку, она не сидит и болтается. Она не сидит здесь плотно. То есть это восстановлению не подлежит. Я немножко здесь полазил, собрал все запчасти, вон нашел 2 шайбы, сложил это в кепку. Но я просто думал, что этот нож можно будет еще восстановить. Насчет осевого смотрим. Лопнул и осевой винт, и сама втулка, в которой он сидит. Все это просто сломалось. Вот таким вот образом. Фрейм погнут. Вот в этом самом толстом месте, как ни странно, не здесь вот на выборке, где он погнулся, вот тут вот. Вот что самое удивительное. Тут, блин, сколько тут мяса. Это самая толстая часть, наверное. То есть, да, она тонкая. Если смотреть так, ну здесь больше в толщину. Я ожидал, что погнется тут, честно говоря. Ну, со стороны G10 никаких повреждений. Все нормально. И клиночек. Стоит его рассмотреть, потому что он, судя по всему, является единственной деталью, которая достойно выдержала этот тест. Но, как мы знаем, этого совсем недостаточно. Этого очень-очень мало. Весь нож должен быть единым, целым, рабочим таким монолитом и не распадаться на куски.
Вау. Еще раз так вот покажу этот осевой. На самом деле, осевой винт, он целый. Давайте попытаемся разобраться. На самом деле, то, что я сейчас вижу, это то, что он короткий. И он, в принципе, не заходил даже под клинок. Всю несущую функцию выполняла конкретно вот осевая втулка, в которую он вкручивался. Вот давайте посмотрим. Вот, смотрите. Смотрите, какая стыдобище. Вот винт, вот он. Он не сломан, винт не сломан. Вот его жопка, она не сломана. Сломана вот эта втулка, которая была с обратной стороны. А винтик, ну, короткий. Вот толщина клинка. Там же еще рукоять. Вот так вот это все было. Вот так вот примерно. Он там заходил на пару миллиметров. Вот поэтому это все говно и сломалось. Вау. Вот так. Вот так дела. Ну и посмотрите на этот дохлый винтик вообще сам по себе. Это просто маленькая тонкая дохлятина, слабая. И эта втулка вообще с какого-то, наверное, говнометалла китайского. Ой-ой-ой. Да, на этот раз все говнище из этого ножа просто вылезло по полной мере. Вот так вот. Ну, пусть знают, пусть производитель знает, что нельзя настолько относиться, настолько наплевательски относиться к своим покупателям. К тому же это солдатские ножи. Если какой-то солдат застрянет с вот этим говном, мне его просто жалко. Все. Надеюсь, вам было интересно. Пришла какая-то дурная собака здесь как раз к концу теста. Так что спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Хочу добавить еще несколько вещей, которые я заметил, продолжая рассматривать детали этого ножа. Первое, это посадочное место осевой втулки в G10. Можно видеть, что оно полностью разбито. И это говорит о том, что голый G10 это не всегда есть хорошо. И вторая вещь, немножко более такая загадочная и интересная. Ну, во-первых, можно видеть, что фрейм, кроме того, что он согнулся вот так вот, он еще согнулся и вот так вот, в эту сторону. Но посмотрите сюда, на вот эти вот швы. Вот тут вот этот вот шов. То есть это не вмятины, которые остались от клинка. Вот клинок. Он не мог оставить такую вот прямую вмятину. Посмотрите, здесь вот шов идет очень ровненько, с выборкой под болты. Прямо все сделано. Здесь вот оно немножко не совпадает. Но обратите на это внимание. Лично мне это показалось крайне странным. И у меня сложилось впечатление, что это вот не один какой-то мощный кусок титана, а это какая-то композитная деталь. Я не знаю, если это тоже титан. Очень странный и подозрительный момент. И, честно говоря, глядя на все вот это вот, я очень хорошо понимаю, почему фирма Benchmade не ставит название своего бренда на вот эту вот продукцию, которая называется HK, хоть и выпускается она на мощностях бенчей. Все, пока, бай-бай.